Во Франции окрестили делом масонской мафии из ложи Атонор в пригороде Парижа Пюто. И слушания растянуты примерно до середины июля, то есть почти на 3,5 месяца. На скамье подсудимых 22 человека. Это не только масоны, но и действующие бывшие силовики, сотрудники внешней разведки, экс-офицеры внутренней разведки, полицейские, а также топ-менеджеры и предприниматели, часть из которых до этого никогда не имела проблем с законом. По версии следствия, вокруг ложи Атонор в Пюто возникла закрытая сеть людей с доступом к силовым структурам и информации. И именно эта смесь статусов, знакомств и конспираций, как считают следователи, превратилась в удобную площадку для теневых услуг, от запугиваний до устранения конкурентов. Следствие утверждает, что трое ключевых членов ложи, достопочтенный мастер Жан-Люк Багюр, бывший журналист и владелец охранных фирм Фредерик Валё и отставной офицер внутренней разведки Даниэль Бальё, создали вокруг Атонор настоящую сеть киллеров и исполнителей силовых поручений. Им вменяют в вину организацию заказных убийств и покушений, поджоги, вымогательства и целую серию нападений. Всего речь идет о десятках эпизодов, от тяжких побоев и ограблений до убийства автогонщика Лорена Паскуале и заказного устранения бизнес-конкурентки, за которое, по данным следствия, было обещано 70 тысяч евро. История началась почти случайно. В 2020 году полиция, проверяя странную пару мужчин в машине, вышла на группу исполнителей, которые уверяли, что действуют по заданию государства и якобы выполняют секретные операции в интересах французской разведки, с позывными легендами и ссылками на миссии. Уже потом, когда следователи начали раскручивать связи и телефоны, всплыла масонская ложа Атонор, ее встречи с Пюто, а также имена людей, связанных с разведкой, полицией и бизнесом, что и дало СМИ повод говорить о масонской мафии и деле, достойном шпионского триллера. Прокуратура описывает эту сеть как структуру, где за деньги можно было заказать контракт нужного уровня, от мягкого давления и угроз до физического устранения. При этом исполнителям, по их словам, внушали, что они работают под прикрытием и от имени государства. Что могло помогать скрывать преступления дольше? Сейчас в парижском суде присяжных обвиняемые пытаются дистанцироваться от ярлыка мафии и тайного заговора. Часть из них говорит об мистификации, недоразумений и преувеличениях. Но следствие настаивает, это была организованная группа, использующая масонскую ложу как ширму и клуб по интересам для криминальных договоренностей. На данный момент процесс только набирает обороты. Впереди допросы десятков свидетелей, изучение финансовых следов и внутренних переписок. И приговор ожидают объявить в июле. Так что именно в ближайшие месяцы станет ясно, признает ли суд существование масонской мафии как организованной сети киллеров или ограничится отдельными эпизодами и личными конфликтами. Это дело уже ставит неудобные вопросы французским спецслужбам и полиции, потому что в центре сюжета люди в погонах и при должностях, которые по версии следствия использовали свой статус и легенды спецподразделений как прикрытие для частных криминальных заказов. И если суд подтвердит эту картину, это может привести к серьезным репутационным ударам по пересмотру внутреннего механизма контроля.